Всем привет! С вами Катерина, в эфире канал Hobby Fun in Japan, и сегодняшнее видео будет посвящено аниме Macross Delta. Итак, встречаем DX Chogokin версию YF29, Валькирии, которую в самом последнем фильме использовал Макс. Коробочка у этой фигурки, наверное, одна из самых больших в этой серии. И я сама долго думала, покупать ее или нет, ведь хранить такие габариты мне уже просто негде. Зато она сделана из очень прочного картона, что для фигурки от Bandai прямо-таки редкость. Дизайнерски нет никаких изысков, артов на ней не нарисовали, и из украшательств только фото самой фигурки в разных конфигурациях. Ну и уже по традиции покажу стикеры подлинности. Сначала наклейку качества Tamashii Nations и лицензионный стикер Big West. Если чего-то из этого не хватает, то велика вероятность того, что вам в руки попала неоригинальная фигурка. Но перейдем уже к содержимому, которое, кстати, упаковано аж в 3 блистера. В первом, самом большом из них, лежит сама Валькирия в форме самолета, сменные кисти рук, антенны на голову, ганпод, он же пушка, крышки воздухозаборников и, конечно же, пилот. Второй блистер – это хранилище для суперчастей, которые, как по мне, так вообще не нужны данной машине. Ну и третий контейнер содержит подставку и набор переходников к ней. Ах да, есть еще и инструкция. Все это очень плотненько собирается в трехэтажный сет и в принципе смотрится очень солидно. Сама фигурка во всем, кроме цвета и маркировок, полностью повторяет YF20 Alta версию из фильма Macross Frontier. Так что обзор будет полезен и тем, кто желает получить на полку машину Alta, а не Макса. Сам же самолетик очень даже крут. И из-за необходимости трансформироваться Bandai не стали его полностью красить. И основной синий и белый — это в основном просто цвета пластика. Однако этот пластик имеет матовую поверхность, что придает своего рода реалистичность. Мелкие детали, конечно же, тоже имеются. Логотип Макса на спине присутствует. Кабина открывается и закрывается. Двигатели на крыльях поворачиваются, а встроенная пушка выдвигается. Так что, по сути, мы имеем Валькирию с уже встроенным супер или торнадо паком. Кстати, вы заметили, что я поставила самолет на подставку? Так вот, это, наверное, самое слабое место данной фигурки, потому что подставка не фиксирует самолет вообще. Он как бы просто кладется сверху и рискует в любой момент скатиться и упасть. Но что-то я задержалась с самолетиком. Пришло время трансформации. И первым пунктом будет режим Герволка, или, как говорится, самолетной курочки. Процесс, кстати, довольно прост, и итоговый результат очень крут. Но не все так хорошо, как смотрится со стороны. Дело в том, что подвижность коленного сустава и стопы весьма ограничена. В сторону ноги тоже особо не расставить. И в итоге получается, что подвижность машины в этой конфигурации оставляет желать лучшего. Хорошо, хоть руки достаточно хорошо сделаны, и при желании можно заставить YF29 держать пушку 2 руками. В общем, неоднозначно, но очень красиво. И как бы извиняясь за подвижность, машина в режиме отличном от самолета дает нам парочку очень приятных новых деталей. Первая – это блоки для запуска микроракет в плечах. И вторая – это парные контейнеры с таким же вооружением в ногах. Жаль только вот, что в режиме самолета их не открыть. Так, с курочкой закончили, пора переходить к человекоподобному режиму Batroid. И смотрится он просто обалденно. Эти тонкие формы и правильные пропорции рук и ног. Короче, я сама себе завидую. Вот только со всей этой красотой разработчики забыли про стабильность и подвижность. И как результат, YF29 не может не то что на одно колено встать, он вообще не способен делать какие-либо интересные позы без подставки. Подставка тоже не спасает, ведь мы же помним, что серия называется
двигателя X-Chugokin, а значит металла в конструкции просто вагон и маленькая тележка. И что самое интересное, он почти весь собрался в ногах, а раз так, то на подставке эти самые ноги могут просто висеть вниз. Хотя не буду спорить, что внешне выпирающие металлические части смотрятся впечатляюще, как и вкрапление прозрачного пластика в визоре на голове. Что ж, про фигурку я рассказала, осталось теперь поговорить про Super Parts. И вот тут я сильно задалась вопросом, зачем они вообще нужны? Во-первых, эти странные нашлепки выглядят очень громоздко. А во-вторых, YF-29 сам по себе уже как бы имеет встроенный Super Parts. Хотя стоит отдать должное надежности и прочности конструкции. Несмотря на огромный вес, Botroid со всеми обвесами достаточно прочно стоит на ногах. В режиме гирволка ситуация примерно такая же. Машина выглядит также громоздко, и ее также сложно позиционировать, как и без дополнительной брони. Но зато, раз в этой форме Валькирия больше похожа на самолет, чем в Botroid, то при открытии ракетных отсеков также можно открыть и дополнительные, и ракеты в крыльях. Что ж, если робот и курочка на ножках не очень смотрятся с дополнительными штуками на крыльях, то в режиме самолета оно выглядит значительно лучше. Пожалуй, это единственная форма, в которой, по моему мнению, их вообще стоит нацеплять. И вы помните мой вопрос ранее, а именно, зачем они вообще нужны? Так вот, единственное их логическое описание – это наличие в крыльях подпространственного двигателя для путешествия на большие расстояния. Вот эти торчащие из крыльев якобы гарпуны на самом деле и есть этот самый подпространственный двигатель. В общем, как-то так. Подводя итоги, хочу сказать, что фигурка YF-29 получилась просто шикарно, а большинство ее недостатков – это по сути следствие дизайна в аниме. Так что за ненужные Super Parts нужно винить не Bandai и Tamashii Nations, а Kawamori. Цена у данного представителя по сравнению с другими фигурками очень даже адекватная – всего 25 300 йен. Более того, тираж был относительно большой, и сейчас, спустя год после релиза, YF-29 Max все еще можно купить, и зачастую с неплохой скидкой. На этом наш выпуск подошел к концу. Всем пока и до встречи на моем канале. Ставьте лайки, если понравилось, и не забывайте подписаться. Впереди еще много интересного.